Всем салют, давно ли мы выпускали видео о талантах, играющих в КХЛ или МХЛ, которые уже сейчас могут заиграть за океаном. Этот выпуск будет о воспитаннике московского Динамо, рожденного в Пензе. Этот игрок совсем скоро, по моим мыслям, таким прогнозам, будет разрывать на мировой хоккейной арене. Да, все это об одном человеке, его имя Игорь Чернышов. Многие, возможно, толком и не знакомы с Игорем, сейчас будем это исправлять. За 10 минут мы расскажем, кто такой Игорь Чернышов, чем он заслужил такие лестные отзывы, какие у него сильные стороны и перспективы в НХЛ. Присаживайтесь поудобнее, вы на канале Где моя клюшка, чувак, подписывайтесь на него и ставьте лайк, так вы очень сильно поможете мне. Спасибо, а мы начинаем. И максимально быстро в такое включение у нас розыгрыш проходит, вы можете 2 кепки выиграть, совершенно ничего особо не делая, нужно подписаться на канал и оставить коммент под этим видео. Также в описании и в комментах я продублирую условия этого розыгрыша, так что всем удачи. Игорь родился 30 ноября 2005 года в Пензе, но всю юношескую карьеру провел в московском Динамо. На уровне 15-16 лет сильно не выделялся, да, говорили, что растет еще один талантливый игрок, было ясно, что он сможет сыграть в МХЛ, но о каких-то драфтах НХЛ и высоких выборах никто и подумать не мог. Впервые серьезно о Чернышове заговорили, когда 27 августа 2022 года в полуфинале предсезонного Кубка мэра Москвы за московское Динамо в матче против Амура дебютировал этот 16-летний нападающий. Он стал самым молодым хоккеистом, выступавшим на Кубке мэра Москвы. 27 августа хоккеисту, родившемуся 30 ноября 2005 года, было 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Тем самым он установил рекорд. Сейчас карьера Чернышова развивается стремительно. В молодежной хоккейной лиге нападающий дебютировал 11 января 2022 года. Дебютный гол забил на следующий день в ворота молодежки ЦСКА Красной Армии, лучшей команды Запада в регулярном чемпионате. За 4,5 минуты до конца третьего периода Игорь подставил клюшку на пятаке и помог Динамо сравнять счет в матче. Нападающий сразу стал основным в динамовской молодежке. Дебютировав в МХЛ в сезоне 21-22, он крайне быстро адаптировался к новому уровню и заслужил доверие тренерского штаба. Для 16-летнего уроженца Пензы особенно плодотворным получился финальный месяц регулярного чемпионата. В 7 играх из 10 он набирал очки, в том числе забросил по шайбе Спартаку, Локо и Алмазу. Черповецкую команду удалось огорчить в обеих встречах. Комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин признал Чернышова одним из 5 лучших игроков МХЛ в феврале. В первом же матче розыгрыша Кубка Харламова Чернышов оформил покер в ворота Динамо СПБ. Чернышов стал самым молодым игроком, которому удалось забросить 4 шайбы за матч в МХЛ. 16 лет 101 день. Это еще один рекорд для Чернышова. Также он был признан лигой лучшим новичком 1/8 финала, а также возглавил авторский рейтинг новичков первого раунда плей-офф МХЛ по версии того же Антона Васятина. Как только Игорь Чернышов появился в московском Динамо в начале календарного года, сразу стало понятно, талант огромен. Его взрывная скорость, быстрое принятие решений и сумасшедший бросок поражали. Результативность пришла еще в регулярном чемпионате, а в плей-офф он начал с покера. Дебют же в КХЛ состоялся в сезоне 22-23. Да, в том сезоне Чернышов провел совсем немного матчей за основу, а именно 5. Но даже это для молодого дарования отличный результат, вот как он сам высказывался по этому поводу. Нисколько не было обидно, когда отправляли в обратно в молодежку. Я просто наслаждался моментом, что меня вызвали. Дали сыграть 5 матчей, пусть и неполноценных. Очень был рад, а то, что удалось забить, вообще сказка. Старался концентрироваться на том, чтобы играть в молодежке в том же ритме. В той самой молодежке Игорь сыграл целых 38 матчей, статистика в КХЛ и МХЛ за тот сезон на вашем экране. Но в плей-офф того года Чернышову было не суждено сыграть ни в одной из лиг. У него уже во второй раз в таком молодом возрасте вылетело плечо. Его ждало довольно длительное восстановление, самое обидное, что это случилось в последнем матче регулярного чемпионата. Летом Игорь уже проходил сборы с основной командой и мечтал в ней закрепиться, чтобы было меньше скачков между лигами. Вот как он сам выражался по этому поводу.
восстановиться и постараться закрепиться в первой команде. Именно такой у меня настрой на начало сезона, чтобы было меньше скачков между МХЛ и КХЛ. При этом я понимаю, что в моем возрасте это наоборот хорошо для получения опыта. В основе требуется играть строго и без ошибок, а в молодежке можно чуть поэкспериментировать и быть более раскрепощенным, пойти где-то на риск. И закрепиться в КХЛ ему, конечно, удалось, там не на 100%, но близко к этому, ведь в текущем сезоне в КХЛ Чернышов сыграл целых 24 матча, а в МХЛ всего 18. Статистика сейчас на вашем экране. А теперь предлагаю узнать, чем же таким Игорь выделялся, что его присмотрели скауты НХЛ и сулят выбор в первом раунде драфта. Во-первых, драфт будет в основном для игроков 2006 года рождения. Чернышов на нем участвует как один из самых старших, так как по правилам хоккеисту должно исполниться 18 лет к 15 сентября того года, в котором проходит драфт. Именно поэтому Игорь и пропускал прошлогоднюю ярмарку талантов и участвует только на этой. Но, конечно, не только из-за этого. Игры хотят выбрать в первом раунде, вот что говорят сами скауты и аналитики. Хади Калакечи. Когда он не может превзойти своих соперников в силе и скорости, он великолепно играет без шайбы. Он возвращается, держит позицию, его движения не уступают уровню КХЛ. Стивен Эллис. Он большой и не боится наносить броски. Для вингера весом почти 200 фунтов Чернышов хорошо двигается как с шайбой, так и без нее. Немногие европейские профессиональные игроки возраста Чернышова могут обыгрывать защитников в ситуации 1 на 1 так, как это делает он. Кори Пронман. Он крупный, мощный вингер, который хорошо катается и обладает большим творческим потенциалом в атаке. Он регулярно обыгрывает защитников 1 в 1, хорошо видит лед и может создавать опасные моменты у ворот соперника. Он способен контролировать игру и поддерживать баланс благодаря своему разнообразию. Уже в этом сезоне, возможно даже в плей-офф, я жду прорыва Чернышова, считая, что его качество правда выделяется уже на уровне КХЛ. И, как мы видим, высоко ценятся иностранными скаутами и аналитиками. Думаю, Чернышов 100% идет на драфте в первом раунде. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это будет 20-25 общий номер. Я же рискну и предположу, что Чернышов будет третьим из россиян, выбранным в первой десятке предстоящего драфта. От двух других, это Иван Демидов и Антон Силаев, скоро также выйдет видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. А Гоше я могу пожелать только удачи, буду персонально за ним следить, будь то это плей-офф МХЛ или КХЛ. Всем спасибо за просмотр, ставьте большой палец вверх, если видео вам понравилось. А с вами я прощаюсь, всем больше хоккея.